Now we're ready. All right, so good morning. This is day 2, lecture 1 of of alcohol abuse. Да. Так, это второй урок, второй день темы злоупотребления алкоголем. Да. Day 2, lecture 1, alcohol abuse, and we are starting on PowerPoint slide number 69 while we talk about physical effects of alcohol abuse, and we're just about to finish this up. Мы остановились с вами на физическом влиянии злоупотребления алкоголем. And we were talking about physical effects on women. Мы также рассматривали влияние алкоголя на женский организм. Additionally, heavy drinking over time has been found to have a negative effect on reproductive functioning in women. This results in reproductive dysfunctions such as anovulation, decreased ovarian mass, problems of irregularity of the menstrual cycle, and early menopause. Итак, было выяснено, что при употреблении алкоголя длительное время он оказывает негативное действие на репродуктивную функцию в женском организме, а также он приводит к дисфункции, репродуктивной дисфункции, такой как примерами могут быть ановуляция, повышенная овариальная масса, проблемы нерегулярности менструального цикла и также ранняя менопауза. Да. Please. Репродуктивность, что это такое? Ну, то есть это репродуктивная функция женщины, то есть она должна то есть беременеть, да, и рожать детей. Вот это называется репродуктивная функция. Okay. Physical effects of alcohol abuse. Alcoholic ketoacidosis can occur in individuals who chronically abuse alcohol and have a recent history of binge drinking. Алкогольный кетоацидоз может встречаться у людей, которые хронически злоупотребляют алкоголем все время и имеют недавнюю историю беспробудного постоянного пьянства. Ketoacidosis. Okay. You want to give them a definition? Yeah, I can. Excellent. Запишите определение кетоацидоза. Как? Кетоацидоза. Кетоацидоз. Кето. Кето. Ацидоз. Ацидоз. Кето. Одно слово? Да. Кетоацидоз. Ацидоз. Это метаболический процесс, связанный с высокой концентрацией Much better now. Once I'm working on better. с высокой концентрацией кетоновых тел в организме. Ты. Еще. Кетоновых тел в организме. Каких? Кетоновых. Сформированных в результате распада жирных кислот и аминокислот. Несколько раз. В организме. В организме сформированных в результате распада жирных и аминокислот. This the same definition? Just yours is in Russian? Okay. Perfect. Read it, please. All right. Метаболический процесс. Метаболический. Что это метаболический? What about metabolic А? state? Metabolic state. Как его еще можно сказать по-другому? Metabolic state. Where did she pick that up at? It's definition of ketoacidosis. Metabolic. Метаболизм. It's a metabolic state. All right. Let me go on, and I think you'll understand. If I need to come back and give you a definition for that later, I will. But let me just continue, and I think you'll understand what it means.
Он продолжит лекцию, вы постепенно поймете. Your metabolism is your body's speed that it does things naturally. То есть метаболизм или метаболические процессы в организме – это скорость развития процессов в Да. организме. Like my heartbeat is faster than your heart, or slower than your heartbeat, probably. То есть у некоторых людей сердце может биться чаще или реже. I age at a different speed than you age. То есть люди имеют разную скорость роста. When I drink alcohol, my body processes it at a different speed than your body does. К примеру, если человек употребляет алкоголь, то, естественно, у него процессы эти замедляются. And so my ability to break down fatty acids would be at a different speed than yours. То есть таким образом, вот в этом само отличие метаболических процессов у здорового организма человека. And so ketoacidosis would affect me possibly in a different way than it would affect you because of our metabolic states. Поэтому кетоацидоз и процесс кетоацидоза, он будет по-разному действовать на человека. Это метаболические процессы. But again, I'll give you a better definition if later you still don't understand it. All right, ketoacidosis is a metabolic state associated with high concentrations of ketone bodies formed by the breakdown of fatty acids and the deamination. How do you pronounce that? Deamination? Thank you. I have to refer to my Ukrainian translator in order to pronounce the English language. Of amino acids, prolonged alcoholism may lead to alcoholic ketoacidosis. Ketoacidosis can be smelled on a person's breath. This is due to acetone, a direct byproduct of the spontaneous decomposition of acetoic, close enough, acid. It is often described as smelling like fruit or nail polish remover. Ketosis can also be smelled, but the odor is usually more subtle due to lower concentrations of acetone. То есть длительный хронический алкоголизм может привести к алкогольному кетоацидозу. И вот это сам процесс кетоацидоза можно определить с помощью обоняния при выдохе. То есть это происходит из-за выделения вещества ацетона при разложении ацетоуксусной кислоты. И таким образом он часто имеет запах фруктов или же запах жидкости для снятия лака. Знаете, да? And acetone is... Давайте запишем. Что? They want to write down this information. Да. And take your time. Длительный хронический алкоголизм может привести к алкогольному кетоацидозу. Кетоновая группа. Формула. She would like to know about ketonal group, the formula of the ketonal group. Да, хорошо, он вам даст позже. Так, длительный хронический алкоголизм может привести к алкогольному кетоацидозу. Его, то есть кетоацидоз, можно определить с помощью обоняния при выдохе. Check with your English. Замедляются процессы в организме при потреблении алкоголя. Правильно? Замедляется. So some process during the using some alcohol begin to slow down. Ну, роста, сердцебиение, а развитие. She said about the Тоже замедляется. hate, about
Hate? H. Развитие, употор. Yes. Hate. H about Okay. the beating, heart beating. Умственное развитие. But what about their mental development? Hate? Умственное развитие. When the person tall is tall. Hate. Height. Sorry. Height. Height. Hate is an emotion. That's why I couldn't figure out what you said. Okay. Height, это Person's height. умственное, да? All right. Now start again. Height and She asks about height and some heart beating. But what about mental development? mental development process? is stunted. Да, они также приостанавливаются. Да, Самое главное. and damaged. Yeah, that's what we were talking about earlier. All right, please. So Camille. Кетоацидоз. Height, это Да. умственное. Okay. Кетоацидоз можно определить с помощью обоняния при выдохе. Дальше. Это происходит из-за выделения ацетона при разложении. Это происходит из... Выделение ацетона Я забыла, какую форму. Стасин, ты мне что-нибудь записывай, пожалуйста. при разложении ацетоуксусной кислоты. Он часто имеет запах фруктов. Разложение какой кислоты? Ацетоуксусной. Он часто имеет запах фруктов или жидкости для снятия лака, или ацетона. You bring your flash drive. Мгм. All right. Now, is that everything? Yeah. Okay. You know what acetone is? That's it's your nail polish. Right? I mean, that's why it smells like Да, it. это 'cause жидкость that's для what it снятия is. лака. Да. Yeah. All right. Now, what she's asking about height and mental development, brain development. She asks you about that during During the some drink. during the drink, some process in the body, Yeah. It's slowed down. biological, slow down. But Yeah. what about mental development? Mental development slows down also. But for 40-year-old men, there's not that much mental development that needs to be done. То есть, если человеку 40 лет, то какие там умственное развитие уже как бы приостанавливается, как правило. But what happens is some of the mental development is reversed. Но то, что происходит с умственным развитием, да, это возможно и можно изменить, да, если биологические процессы, они Да. Because what she's talking about is сложнее psychological. остановить. She's talking psychological. А вы спрашивали, как психологическое, да? Now you have physical, psychological, social, and you have physical, psychological, social, and spiritual attacks to a person by alcohol. То есть на человека может Damage. на человека вред какой может произвести алкоголь, то есть физический, или биологический, психологический и социальный и психологический. And we're going to talk about that in just a few minutes. И мы поговорим об этом буквально вот. That's the next section. We're going to do physical first, and we're going to do psychological. But you can ask any question you wish. Спасибо. Yeah. Impatience. Оценки. But tell her what I just said. Мы поговорим, I said, да. Мы поговорим об этом позже. Yeah, you can ask any question you wish. Now, Вы можете задавать when you're вопросы. talking about the physical effects and height and mental development, all right, height is affected in children, in all people. Height is affected in all people by nutrition. То есть алкоголь влияет на рост не только детей, да, но и на всех людей. Now, some people are tall, some people are short. При By потреблении, nature. при потреблении определенных питательных веществ. У некоторых людей есть как ускоренный рост, а у некоторых заниженный, у некоторых нормальный стандарт. Yeah. But I have noticed a large number of very short women of a certain age in this country.
Но Чип исследовал то, что многие женщины, они имеют очень низкий рост в этой стране. And I Заметил. assume it is a result of malnutrition during certain periods of time in То this есть country. и Чип сделал выводы, что это нарушение каких-то питательных веществ, нарушение самых пищевых процессов в организме. Да. Да, Now, alcohol would have that same effect if you were drinking as a small child. То есть алкоголь может произвести такое влияние, даже если человек находится в очень маленьким возрастом. But if you drink as a small child, you're going to have bigger problems than how tall you are. Но если человек, будучи маленьким ребенком, выпивает, употребляет, он же не задумывается о том, какие у него могут быть проблемы. You're going to suffer significant brain damage. Да, он не задумывается о том, насколько это опасно для развития, для головного мозга, для всех Не процессов. только выпивает, но и когда курит, и когда еще что-то употребляет. Говорят, курит, не растет. During other abusing, the smoking, not only drinking. During smoking, Yeah, I think I know what she's talking about, but yeah, да. I'll go on. Не доказано. Да, он сказал. My grandmother said, "Don't smoke; it will make you short." Его бабушка говорила, что чтобы он не курил, потому что останется маленького Да, роста. и нам тоже. Yeah. I don't know if that's true, but that's what she said. It will stunt your growth, which means you'll stop growing. То есть это будет действительной причиной для того, чтобы прекратилась рост Да. человека. All right, now let's go. Замедляется процесс. All right. Ketoacidosis occurs when the body is producing large quantities of bodies via metabolism of fatty acids, ketosis, and the body is producing insignificant insulin to slow this production. The excess ketone bodies can significantly acidify the blood. The presence of high concentrations of glucose in the blood, hyperglycemia, caused by the lack of insulin, can lead to further acidity. In healthy individuals, this normally does not occur because the pancreas produces insulin in response to rising ketone blood glucose concentrations. Something new? I don't think so. Кетоацидоз, как я уже сказала раньше, он возникает, когда в организме человека вырабатывается большое количество кетоновых тел. И поэтому организм человека, хотите, можете записать? Поэтому организм человека приостанавливает выработку инсулина. Чрезмерные кетоновые тела могут также окислять кровь. What about acidify the blood? Acidify. Acid. It's Acid. from the acid. Yeah. The roof. Da. It is. It's producing acid. So simple. То есть чрезмерные кетоновые тела в организме человека, они могут как окислять кровь, то есть воздействовать на состав крови. Вот очень хорошо. Теперь у меня уже откровение. Наличие высокого содержания глюкозы в крови, которое называется процессом гиперглицемии. Это как Гиперглицемия. It's high concentrations of sugar in your blood. То есть это высокая концентрация глюкозы в вашей крови, как сахара. Именно это может быть вызвано недостатком инсулина, которое может привести к последующей кислотности. You good?
Now, is this information very important to be an alcohol and drug counselor? You ask me? I'm asking them. То есть, как вы считаете, эта информация очень важна для того, чтобы лечить людей больных? Да, очень. Camilla's saying no. All right, why do you say it's not important, Camilla? Почему вы думаете, что это не так сильно важно? Очень важно. Это важно, но недостаточно. She told that it's important but not enough. It's not enough. It's important, but this is information that I want my alcoholic to know. Ну, обычно эту информацию чип преподносит для людей, больных алкоголизмом, для того, чтобы они просто знали. They don't have to remember it. Но не обязательно, чтобы они запоминали. The alcoholic. You need to kind of remember it. То есть вам нужно знать. You need to know that it's there, but you need more than that to know where to find the information so that you can lecture to your То есть alcoholic. это вам как для общего развития, да, и для того, чтобы вы знали, где найти эту информацию и как ею воспользоваться, если она вам Да, пригодится. yes, ma'am. Для меня эта информация очень важна, потому что я не знала, откуда у меня тромбоциты в крови, сгустки. She said that it's so important for her because she didn't know about thrombocytes in her blood. Да. And go ahead. And so what I want them to be able to express to their alcoholic is it's not just about cirrhosis of the liver. It's about every part of your body. То есть чип таким образом пытается донести до вас информацию, которой вы можете воспользоваться при лечении других людей, в оказании помощи другим людям. It's affecting everything. Спасибо. Пожалуйста. Now, I also ask you again, when you have all this information in your head, will it make you a good counselor? То есть он вас еще раз спросит об этом, насчет всей этой информации, и как это повлияло на ваше общее развитие, может, вы что-то новое узнали. А можно еще раз повторить, чтобы правильно это всё? Насчет чего? Насчет кетанола, как он кровь окисляет, как он есть. Can be turned back. Последнее вот это вот. Наличие высокой концентрации глюкозы или сахара в крови. Кетанола. То есть кетоацидоз возникает, когда в организме человека вырабатывается большое количество кетоновых тел. Он может окислять кровь. Да, он может окислять кровь, таким образом воздействовать на изменения крови. Получается высокое содержание глюкозы в крови. Там нельзя сказать окислять. Гиперлицемия, да? Ну, воздействие, я так поняла. Ну, там сложнее процесс, чем окисление. Что неправильно что-то переливали. Слово окисление не добавляет, это от себя добавить. Спроси у него. What about acidified? We'll talk about that. Мы об этом Coming поговорим up. позже. Да. Да, Там it's сложнее coming up. процесс. Ну, я написала, значит, неправильно написала. Влияет на состав крови. Влияет. But a simple explanation is that there's a certain amount of acid in your system naturally. То есть это можно объяснить тем процессом, что в организме любого человека есть определенная кислотная среда содержится. And as a result of ketoacidosis, you're throwing that balance out of И balance. в результате кетоацидоза это может привести к дисбалансу этой Да. кислотной среды. Okay. Окей. Now, psychiatric effects of alcohol. Так, сейчас мы рассмотрим психиатрические изменения или psychiatric or psychological. Психиатрические изменения, влияние алкоголя. Psychiatric, Okay. but it's also psychological. The terms are. Волков, да? Да.
All right, long-term misuse of alcohol can cause a wide range of mental health problems. Does that make it simpler? Okay. Так, долгосрочное неправильное употребление алкоголя или злоупотребление может вызвать широкий диапазон проблем, связанных с психическим здоровьем человека. Можно, пожалуйста, открыть дверь? Это очень душно. Окна нет, вот и прям. Спасибо. We may turn on. Может вызвать ряд чего? Or not. Может вызвать широкий диапазон проблем, связанных с психическим здоровьем. Психическое нарушение. Just a little while. Just a little while. 30 minutes and then we're out of here. All right. Psychiatric effects of alcohol. Severe cognitive problems are common. Approximately 10% of all dementia cases are related to alcohol consumption, making it the second leading cause of dementia. Excessive alcohol use causes damage to brain function, and psychological health can be increasingly affected over time. Наблюдаются серьезные проблемы с познавательными процессами человека. И приблизительно 10% всех случаев слабоумия связаны с этим заболеванием. Сколько? 10% связаны с алкогольным потреблением. И именно это является второй главной причиной слабоумия. Первая генетика. And what about the first leading cause of dementia? I knew she would ask that. As soon as I read the second leading cause, I knew she would ask, what's the first leading cause? I don't know. I don't remember. Честно, он не помнит. My dementia Хотелось бы. prevents me from remembering the first leading cause of She dementia. would like to know. I will tell you. I just don't Он remember because of расскажет. my dementia. Он расскажет вам позже. That's- Узнаете. Окей. Чрезмерное употребление алкоголя может нанести ущерб психическому здоровью человека, также функциональной работе головного мозга. I could guess, but I don't know. You ready? Повторить. Чрезмерное употребление алкоголя может нанести ущерб психологическому здоровью или психическому здоровью человека и также вызвать изменения в головном мозге. Everybody's good? Okay. Social skills are significantly impaired in people suffering from alcoholism due to neurotoxic effects on the brain, especially the prefrontal cortex area of the brain. Так, социальные навыки значительно ухудшаются у людей, которые страдают от хронического алкоголизма. Социальные навыки значительно ухудшаются. Что такое социальные навыки? What is it, social skills? Social skills are being able to Жить, стирать, готовить. be polite and I have definition. Okay. yeah, go ahead. Так, запишите, что социальные навыки значительно ухудшаются у людей, страдающих от хронического алкоголизма в результате нейротоксичного воздействия на
головной мозг. С воздействием. Да, с воздействием на головной мозг. И особенно на префронтальную кору мозга. I forgot that in the written Еще. lectures, anything that's underlined, it's probably, it should be in the vocabulary. It should be. I tried to do it. We should write down definition. I Okay? should. Social skills. Yes. Теперь запишите определение социальные навыки, Угу. если вам нужно. Да. Социальные навыки это навыки взаимодействия I didn't do it. и общения с другими людьми. О. Ого. Опа. Социальные правила и отношения возникают и изменяются с помощью словесных и невербальных способов. С помощью. Словесных и невербальных способов. И процесс изучения таких навыков называется социализация. Процесс изучения таких навыков называется социализация. Что такое невербальное? То есть what Жесты. about non-verbal? Жесты, да? Да, We're going to talk about all of that Мы stuff поговорим in об just a этом second. немного позже. Удалились отсюда. But y'all keep impressing me Вы with your очень, questions. вы очень, thank you. Вы очень удивляете, типа, Because задавая y'all, вопросы. because when I was writing this lecture, I thought, all right, and then they'll need to know this, and then they'll need to know that. And y'all continuously ask questions about things that I thought y'all needed to know. То есть он составлял лекцию таким образом, чтобы вы постепенно все узнавали. Yeah, I'm greatly appreciated. Please, сейчас, Шонка, простите. Merci beaucoup. Sorry. Not a problem. All right, here is your brain diagram. Здесь вы видите как модель мозга, да? Because I anticipated you asking me where the prefrontal По cortex вашей is. просьбе вы говорили на прошлом уроке вы просили. Yeah, and that would be Так будет выглядеть this area here. головной мозг. И особенно префронтальная кора головного мозга. In the front, frontal meaning prefrontal. Okay, right there. Да, prefrontal, front. Okay. Это вот эта часть, да? Да, лобовая. Фронт. Как Ah, лобовая. right there. Лобовая. This is where the bullet enters. Находится Спасибо. You're welcome. впереди головы. Yeah. Это находится как в передней части головы. All right. Prefrontal cortex. This brain region has been implicated in planting complex cognitive behavior, personality expressions, decision making, and moderate social behavior. The basic activity of this brain region is considered to be orchestration of thoughts and actions in accordance with internal goals. То есть вы можете записать определение префронтальной коры головного мозга. Что это? Префронтальная. Definition. That is a definition. You have a definition? Yeah, but not in lecture. You have it in your stuff. I just stuck it into the lecture to make it simpler. Так, префронтальная кора. Это отдел головного мозга. I don't think it's new, I just think it's, like I said, everything that's underlined, there should be a definition somewhere. And so on a couple of these, I just stuck them in the lecture just to make it simpler for me instead of, you understand? Yeah. Done.
Это отдел головного мозга, который отвечает за организацию сложных познавательных процессов. So what we should do is whenever they ask a question like definition of social skills, we should have stuck that in the next slide so that we'd have it right there. So when we do it in Russian, that's what we're doing. Сложность. Это отдел головного мозга, отвечающий за организацию сложного познавательного процесса. Выражение индивидуальности. Принятие определенных решений. И социальные нормы поведения в обществе. То есть сдержанное поведение в обществе. Еще раз повторите. Выражение индивидуальности, Дальше. принятие решений, Принятие решений. и сдержанное поведение в обществе. И основная функция префронтальной коры касается способностей дифференцироваться Мгм. среди определенных противоречивых мыслей, касается дифференцироваться среди противоречивых мыслей и действий. Дифференцироваться. То есть различия. Главное, Дифференциация — это различие между противоречивыми мыслями. То есть человек принимает решение, так ему поступить или иначе. So I remind you that social skills are impaired in people suffering from alcoholism due to the neurotoxic effects of alcohol on the brain, especially prefrontal cortex area of the brain. And what we're saying is that if you're damaging the prefrontal cortex of the brain, you're damaging all of this activity, your ability to do all of these things. То есть Чик хочет напомнить вам, что социальные навыки, они повреждаются, особенно при повреждении префронтальной коры головного мозга, что может привести к нарушению всех этих процессов, то есть познавательных процессов, процессов принятия решений, процессов поведения в обществе, правильного говорить вам. All right, now, the social skills that are impaired by alcohol abuse include impairment of perceiving facial emotions, prosody perception problems, and theory of the mind deficits. The ability to understand humor is also impaired in alcohol abusers. Так, социальные навыки могут также нарушаться в результате алкогольного потребления. Это может привести к нарушению мимики лица, возникновению проблем восприятия, а также каким-то умственным нарушением. И одно из главных умственных нарушений. What about fear of mind? Oh, I'm glad you asked. Do you have a definition? Yeah, but But нарушение как процессов разума, да, для человека. То есть запишите теория разума или процессы разума. be patient. Be patient. It'll be okay. Это индивидуальное свойство человека,
его система убеждений, желания человека, намерения, которые отличают его от других людей. Также при нарушении при повреждении префронтальной коры головного мозга при повреждении префронтальной коры головного мозга у человека нарушается чувство восприятия юмора. То есть он неадекватно воспринимает, реагирует на юмор. Now I'll give you a couple of definitions. Persona perception problem. Так, запишите несколько определений. Persona perception problems is the rhythm, stress, and intonation of speech. Parody may reflect various features of the speaker or utterances. You were asking about nonverbal stuff a minute ago. То есть вы спрашивали о невербальных способах общения. Prosody may reflect various features of the speaker or utterances, the emotional state of the speaker, the form of the utterance, statement, question, or command, the presence of irony or sarcasm, emphasis, contrast, and focus, or other elements of language that may not be encoded by grammar or choice of vocabulary. Скажи, вербальные или невербальные? Невербально. Мимика, жесты. Так, проблема восприятия просодии, как она называется. Как? Просодие. Проблема восприятия просодии. Просоди с большой буквы? Нет, с маленькой. Это нарушение восприятия ритма, неправильное использование интонации или ударения в речи. Или ударение в речи. Просодие может отразить различные особенности говорящего. Просодие может отразить различные особенности говорящего. То есть его эмоциональное состояние, форма его высказываний и произнесения, форма высказывания или произнесения, наличие в голосе сарказма, наличие в голосе сарказма или иронии. Также особенности, какие-то грамматические особенности, неправильное окончание может человек употреблять. Также другие особенности речи напишите. Good. All right. Now, leave
theory of the mind is next. You've seen this definition. Yeah, Okay. I told them You told them just now, minutes ago minutes ago. You told them the about definition. the theory of mind. Yeah, it was earlier in a slide. The And definition was in. They asked me. Ah. All right. So theory of mind, often abbreviated TOM, is the ability to attribute mental states, beliefs, intents, desires, pretending knowledge, etc., to oneself and others, and to understand that others have beliefs, desires, and intentions that are different from one's own. Deficits occur in people with autism spectrum disorders, schizophrenia, attention deficit hyperactivity disorder, as well as neurotoxicity due to alcohol abuse. Though there are philosophical approaches to issues raised in discussions such as this, the theory of the mind, as such, is distinct from the philosophy of the mind. So that's what you already said. Yeah, Okay. but I didn't tell them about deficits that occurs in people. Okay, go ahead and do that. Так, Because it'll show a similarity between due to alcohol abuse and schizophrenia and autism and things like that. So yeah, go ahead and do that. так, можете записать, что дефицит встречается у людей, дефицит теории разума, встречается у людей с такими заболеваниями. Как аутизм, шизофрения, гиперфункция дефицита внимания, А как его? Гиперфункция. гиперфункция дефицита внимания. Что это такое? What about hyperactivity disorder? Hyperactivity disorder we're going to discuss. Мы поговорим об этом позже. You don't have a definition, do you? Yeah. Written down in Russian. Мгм. Go ahead and give it to him. Сейчас я вам определение дефицита, гиперактивная функция дефицита внимания. I just don't, mine's still in the notebook. I don't have it in front of me. Так, это состояние, дефицит, гиперфункция дефицита внимания. Можете записать. Это состояние, в котором характер ощущает недостаток внимания. Состояние, в котором человек ощущает недостаток внимания. Его действия имеют импульсивный характер. И обычно имеют импульсивный характер и обычно не соответствуют возрасту человека. Ага. Если эти симптомы проявляются до 7-12 лет, И обычно что? Возраст. обычно не соответствуют Не соответствуют. возрасту человека. Если эти симптомы проявляются до 7-12 лет, и наблюдаются на протяжении больше 6 месяцев, то в таком случае человеку ставят диагноз данного заболевания.
в таком случае человеку ставят диагноз данного заболевания. Okay, psychiatric disorders are common in alcoholics, with as many as 25% suffering from severe psychiatric